you could not get my dad. Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain. Почему замораживать еду на месяц – отличная идея? Ну, во-первых, у вас появится больше времени для себя. Да, в выходные вы потратите несколько часов на приготовление, но вечера на неделе будут освобождены. Во-вторых, вы сэкономите деньги. Если вы запасетесь любимой едой на месяц, будете менее расточительны. Ну а в-третьих, улучшите свой рацион. Домашняя еда полезнее полуфабрикатов из супермаркетов. Если вам не хочется стоять у плиты каждый вечер, потом еще мыть посуду, а затем прибираться на кухне, а это время провести с близкими, заняться с любимым хобби, ну в конце концов просто выделить время для себя, то это видео, конечно же, для вас. Предлагаю вам приготовить себе чай и приятного просмотра. The shine so bright, you are the wind that whistles my name. Постаралась учесть ваши пожелания и в новую заготовку добавила рецепты для рыбных полуфабрикатов и немного заготовок для завтраков. Первым делом всегда заготавливаю фарш, натираю сыр, подготавливаю мясо, если это нужно, так как это является основным ингредиентом моих заготовок. Обязательно накрываю крышками и фольгой и убираю в холодильник. Также хочу отметить, чтобы полуфабрикаты быстро замораживались, перед морозилкой их нужно охладить в холодильнике. Первая моя заготовка – это очень вкусные и нежные котлеты из рыбки. Рыбку можно использовать любую, я буду использовать филе минтая. Честно могу признаться, рыбу я не очень люблю разделывать. Первым делом филе режем небольшими кусочками. Это первый секрет сочности этих котлет. А второй секрет в том, что дети даже не понимают, что эти котлетки из рыбы, уплетая их за обе щеки. Лук режем мелко, разбиваем яйца, добавляем муку и майонез, солим, перчим и хорошо все перемешиваем. Доску обтягиваем пленкой или пакетом для того, чтобы полуфабрикаты хорошо отходили, и выкладываем ложкой. Котлетки не должны быть тонкими. Перед готовкой котлетки не требуют разморозки. После того, как они подморозились, убираю в зип-пакет. У меня от Икеи. Эти пакеты плотные и не пропускают запахи. Следующая заготовка – это куриные лодочки. На подготовленной грудке делаем глубокие надрезы.
Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't Посыпаем измельченным чесноком. know when I'm gone. I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Сверху укладываем помидор и посыпаем тертым сыром. And I'll be right there, close to the sun. Close to the sun. Форму укладываем друг на дружку и убираем в морозилку. Следующее сочное блюдо – это луковые тефтели. Одну луковицу мелко шинкуем. Чеснок измельчаем ножом. К свиному фаршу добавляем яйцо, петрушку, чеснок, лук, солим, перчим и хорошо вымешиваем. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. Лук разделываем на кожурки. And all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when Внутрь формируем фрикадельки и сверху закрываем второй половинкой. I'll be right there. Каждый шарик обворачиваем ломтиками бекона. Желательно, чтобы не было пустых мест. У меня немного не хватило бекона. Если будете готовить сразу, тогда для надежности нужно скрепить зубочистками. При готовке из морозилки можно не размораживать. Следующая заготовка – это невероятно вкусные зразы с нежной начинкой птичье молоко. Первым делом в молоке замачиваем батон. Натираем яйца на мелкой терке. Через мясорубку или блендер пропускаем набухший батон и лук. Затем смешиваем с фаршем и подготавливаем панировку. Натираем замороженное сливочное масло, смешиваем масло, сыр и яйца и добавляем укроп. So when I'm gone, oh, when I'm gone, Формируем небольшие брусочки. close to the sun. Keep Начинку укладываем в фарш. Формируем котлетку, опускаем в яйцо, затем в панировочные сухари. Готовить не размораживая. Сначала сковороду сильно нагреваем, потом убавляем огонь на средний, и котлетки получаются очень нежными и очень сочными. А вот еще одна вкусняшка – это рыбные палочки в хрустящей панировке. Для начала на мелкой терке трем плавленый сырок. Отправляем его к подготовленному фаршу. Затем добавляем яйцо, солим, перчим и добавляем кукурузный крахмал. Кстати, фарш нужно пропустить через мясорубку 2-3 раза, чтобы избежать косточек. Затем фарш перекладываем в пакет или, как я, в кондитерский мешок и выдавливаем на доску по 7-10 см. Палочек получается достаточно много. Затем убираем в морозилку на 20-30 минут. Тем временем готовим панировку. К яйцам добавляем ложку холодной воды, солим и перчим. Сначала палочку обваливаем в муке, затем в яйце и потом в сухарях. При готовке жарить в большом количестве масла, выкладывая на бумажное полотенце. Можно подавать с любимым соусом. carefully. Следующее потрясающее блюдо – это митболы с тянущейся начинкой из моцареллы. К куриному фаршу добавляем панировочные сухари, яйца, сметану, чеснок, сушеный базилик, солим, перчим, хорошо вымешиваем, отбиваем. On my mind for a minute, but now. Берем чуть меньше столовой ложки фарша, кладем шарик моцареллы и закрываем. Можно подавать их с томатным соусом или как самостоятельное блюдо. Следующая заготовка – это французский вариант куриных котлет моншер. В переводе с французского моншер обозначает «мой дорогой». К охлажденному фаршу добавляем яйцо, сливки, сметану, петрушку, моцареллу, чеснок и болгарский перец. И хорошо вымешиваем. Waking up now, wondering what I wish you by my side, but now no more. Приступаем к готовке соуса. Нарезаем шпинат и мяту
Да, мяту. Она придает соусу приятный оттенок вкуса. На маленькой сковороде распускаем сливочное и оливковое масло и добавляем сливки, солим. Когда масло растопится, добавляем шпинат и мяту и варим на медленном огне 5-7 минут. Соус получается очень нежным и ароматным. Переливаем соус в контейнер и замораживаем. Затем формируем небольшие котлетки. При жарке их не нужно размораживать и накрывать крышкой. Следующая заготовка – это запеканка из пенье или ленивая лазанья. Пенье – это вид макаронных изделий в виде перьев. Обжариваем на сковороде лук, к нему добавляем нежирный фарш, обжариваем 5-7 минут и затем добавляем томатный соус, базилик, орегано и оставляем тушиться на 15 минут. Параллельно отвариваем макароны до полуготовности, даем им остыть. В смазанную форму выкладываем половину макарон, затем сыр, моцареллу и затем мясной соус и снова макароны, затем снова сыр и отправляем в заморозку. Еще одна вкусная заготовка – это сташки с грибами. Подходит к любому гарниру. Первым делом обжариваем лук, к нему добавляем шампиньоны. Пока грибы обжариваются, к фаршу добавляем яйцо, лук, соль, перец и хорошо перемешиваем. Когда грибы обжарились, добавляем соль, перец и сметану. Тушим 5-7 минут. Затем формируем шарики из фарша. Дном стакана делаем углубление и выкладываем начинку таким образом, чтобы не попала лишняя жидкость. И сверху посыпаем сыром. Предлагаю вам приготовить традиционное британское блюдо, представляющее собой запеканку из фарша, картофельного пюре и овощей. Картофель нарезаем крупно, складываем в пакет, добавляем воды, солим и завязываем. Делаем один прокол и отправляем в микроволновку на высокую мощность на 5-7 минут. Пока картофель готовится, обжариваем морковь и лук. Затем добавляем консервированный горошек. Пассерованным овощам добавляем фарш, обжариваем до готовности. Солим, перчим и добавляем немного воды и оставляем тушиться 10-12 минут, не закрывая крышкой. Картофелю добавляем сливочное масло и сливки. Делаем пюре. Я использую специальную насадку для блендера. Если делать пюре просто блендером, то оно превратится в клейстер. Для пастушьего пирога будем использовать вот такие формы для запекания. В форму первым слоем выкладываю фарш с овощами, без жидкости. Затем пюре все выравниваю. Ну и сверху посыпаем сыром. Когда буду запекать, крышку обязательно сниму. Следующие заготовки – это заготовки для завтраков и перекусов. Начнем с мини-пирожков с курицей. На сливочном масле обжариваем лук, добавляем муку, хорошо перемешиваем и добавляем куриный бульон от курицы. Солим, перчим и варим до загустения. Тем временем отваренную грудку измельчаем на блендере. Добавляем свежий горошек, картофель, который порезали мелкими кубиками, и соус. Добавляйте столько, чтобы не получилось жидко. Получается достаточно много начинки. Раскатываем пласт слоеного теста, делаем кружочки диаметром 5 см и выкладываем начинку. Сверху закрываем вторым кружком. Края прижимаем вилкой и проходимся сверху, отрезая неровно. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And
guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Формочки почти наравне с краями, может чуть ниже. Во время выпечки маффины поднимаются совсем немного. Ставим форму в духовку на 180 градусов и выпекаем минут 20-25. Маффины должны стать красивого золотистого цвета. Можно проверить зубочисткой. Вместо курицы также можно использовать ветчину, тоже будет очень вкусно. Следующая очень простая, но вкусная заготовка – это рулет из лаваша. К куриному фаршу добавляем густую сметану, солим, перчим, добавляем зелень, так выпечка будет еще ароматнее, и хорошо перемешиваем. Лаваш разрезаем на две части. Одну часть посыпаем сыром, накрываем вторым пластом и промазываем подготовленным фаршем. Сворачиваем в рулет, смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 45 минут на 180 градусов. Ну и на десерт такой знакомый, но забытый рецепт шоколадной колбаски. Берем любое сахарное печенье, превращаем его в крошку, но оставляем кусочки покрупнее. В кастрюльке смешиваем какао, сахар, сливочное масло и молоко и доводим до кипения, чтобы все ингредиенты друг с другом познакомились. Получится что-то похожее на жидкий шоколад. Кипятить и ждать, когда смесь загустеет, не нужно. Выливаем шоколад в печенье, хорошо перемешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку, формируя колбаску. Обязательно хорошо нужно уплотнить, иначе внутри образуются пустоты. Обворачиваем пленкой в 2 слоя и убираем в морозилку. Потом можно снять пленку и упаковать ее в пекарскую бумагу. Такая колбаска долго не хранится, сразу же съедается, поэтому запахи морозилки она не успеет себя впитать. Наверняка у вас тоже есть рецепты своих шоколадных колбасок. Вот и подошло к концу мое видео о заготовках. Я постаралась учесть ваши пожелания и взять такие рецепты, которые не составят труда их приготовить. Если вы не хотите использовать их для заморозки, то их всегда можно взять как рецепт на каждый день. Давайте вспомним, что у меня получилось.
Если видео вам откликнулось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Буду очень вам рада.